Всем привет и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у меня такая необычная прическа. Давно не делала себе косички на ночь, захотелось кудряшек. В общем, сегодня выходной у мужа, и мы втроем сейчас поедем в центр. Нам на годовщину подарили сертификат. На сертификате написано: «Я ваш подарочный сертификат на одну очень необычную услугу». Да, интрига она такая, теперь живите с этим. В общем, сейчас поедем использовать сертификат. Посмотрим, что там за услуга. Что же необычное нас такое ждет. В общем, беру вас с собой и поснимаю процесс. Через 200 метров поверните налево. В общем, мы на месте приехали в необычную фотостудию. Кто капризничает? Кто капризничает? Лялечка. Целый час в такси ехал, устал, да? Устал в такси? Да? Такая студия необычная. Здесь фоткают зрачок и потом создают картину. Вот это зрачок. В общем, у нас зима полным ходом, снег валит и валит. Вчера поздно вечером пошел, и уже сугробы. Было все зелено, теперь все белым-белом. Да? Ты мой зётенький матик. Ты мой зётенький матик. А? В общем, у сына первый осознанный снег. Он в шоке. Уже потрогал его, поиграл в снежки с папой. Ты такой миньончик? Да? I could have. I could have. I could have. Итак, у нас новый день. Я хотела дорассказать по поводу нашего сертификата и той услуги, которую нам подарили. Хотела вам показать результат. Вот такая получилась в итоге картина со зрачками. Это мой голубой и карий зрачок мужа. Отсвечивает, конечно. Мне очень нравится. Здесь такой еще эффект создали красивый. Такое смешение получается цветов. Это был необычный подарок. У меня, конечно, положительные впечатления. И если вы хотите что-то подобное подарить, я рекомендую, потому что это действительно что-то необычное. И если у вас есть там среди знакомых влюбленная пара, семейная пара, я думаю, что это будет идеальный подарок для того, чтобы у этой семьи, у этой пары было что-то особенное, что их объединяет. Вот так. Теперь у нас есть картина с нашими зрачками. Весь процесс занимает совсем немного времени. Буквально нужно пару кадров сделать, чтобы сфотографировать зрачок. И дольше всего, конечно, ждешь фотопечать. Можно было еще там на холсте заказать.
Можно было всякие кулоны сделать, но у нас в сертификат входила вот такая картина, фотография распечатанная. И я очень довольна. Мне прям так красиво. Необычно, в общем, вышло. В честь дня рождения моей сестры я хочу с вами поделиться подарками, которые я для нее купила. Ей 14 лет исполнилось. Если кому-то нужны идеи, что дарить девочке-подростку, я сейчас вам покажу. Когда я выбирала подарки, я не специально, так получилось. У меня все вышло в розовой цветовой гамме. Видимо, у меня розовый цвет в мозгу, и постоянно покупаю все розовое, не знаю почему. В общем, делюсь с вами своими покупками. У нее мой размер уже, и поэтому мне очень удобно дарить ей что-то, выбирать из одежды. Итак, первая покупка — это вот такой очень милый джемпер с мишками бежевого цвета, не розового, бежевого. Очень мягкий, приятный и такой оверсайз. В школу, думаю, можно будет в нем гонять. Мне бы идеально подошел, мне самой понравилось, но все-таки это реально вещь на подростка. Купила в Glory Jeans. А нет, в Остине. Это Остин. Очень мягкий, здесь такое горлышко, как раз чтобы все закрывало. Вот такая милота. Дальше. Категория косметики, конечно же. Я не могу обойти эту сферу стороной, потому что все-таки девочка уже, она красится. И куда же без макияжа и всяких прикольных штучек. Я обожаю Dolce Milk за то, что у них очень вкусные средства для тела. Я купила ей очищающую пенку и гель для душа. Посмотрите, как это мило выглядит. Может быть, вы скажете, что это детское, но нет. Я бы сама себе такое хотела, честно. И вот такая пенка для умывания. Dolce Milk. В общем, я уже послушала аромат. Это вкуснятина. Dolce Milk, как всегда, воспроизводит невероятные отдушки. Крем для рук и средство для волос 17 в одном. Вот такой заказывала на Wildberries. Я думаю, что это очень удобно нанести средства на волосы, и они выглядят идеально после пару пшиков. Поэтому решила ей подарить, чтобы пользовалась, ухаживала за собой, и волосы выглядели красиво. Еще от Dolce Milk я обожаю вот такие гигиенические помады. Они тоже с разными вкусами. Я все время себе выкупаю, обожаю, хорошо увлажняют, безумно вкусно пахнут. Хочется прям съесть сразу всю помаду. Взяла вот ей две такие гигиенические помадки. Еще взяла от фирмы Сода вот такой блеск. Так, я открыла. Вот так выглядит. Кажется гораздо помада, но нет, это такой прозрачный блеск для губ с розоватым оттенком. Получается, очень красиво смотрится. Я была в восторге от цвета. Как раз сейчас такое время года, когда обязательно нужно увлажнять губы, пользоваться какими-то средствами для губ, иначе все просто пересохнет. Еще взяла тушь для ресниц. Вот так она выглядит. С короной от Диваш. Тоже в розовой гамме, фиолетовой. Мне прям понравилась упаковка, и я люблю такое все девчачье. Хорошо, когда есть младшие, потому что ты можешь оторваться, если у тебя чего-то в детстве не было, ты можешь покупать как для себя и дарить это своим младшим братикам, сестрам, детям. Еще покупки для волос. Это вот такая расческа. Похожа очень на Tangle Teezer. Только это аналог намного дешевле. Я люблю вот Tangle Teezer.
Она действительно очень бережно расчесывает волосы, ничего не дерет, ничего не цепляет. И если вам кажется, что нет никакой разницы между обычной расческой и Tangle Teezer, просто перейдите потом к вашей обычной расческе, и вы поймете, какая-то огромная разница. Еще вот такие резинки купила. Здесь они очень широкие, вот эти вот виточки. И я думаю, что это будет гораздо лучше для волос. Они будут меньше запутываться в этой резинке, потому что если вот эти виточки очень мелкие, то все равно волосы это как-никак иногда цепляет и дерет. В общем, тоже получилось в розовом цвете. Сестренка у меня творческий человек, тоже, как и я, любит рисовать, любит что-то делать руками. В общем, я поискала на просторах маркетплейсов раскраски. Я хотела подарить ей что-то из раскрасок интересное. Нашла вот такую, называется Home Design. Смотрите, она на самом деле очень большая. Я, конечно, не ожидала, что она будет таких размеров. Что здесь необычного? Здесь разные локации дома. Например, спальня есть, гостиная. И в углу уже расположена такая фотография, то, как нужно раскрасить данный рисунок. И я посмотрела, здесь в основном все в таких бежевых пастельных тонах. И я подумала, то, что если у ребенка стандартный набор карандашей, ей просто не хватит цветов для того, чтобы раскрасить эту раскраску. Поэтому я не поленилась и поискала тоже, что есть на выбор из карандашей, и нашла вот такую цветовую гамму от фирмы Giotto, называется Skin Tones. Здесь практически все карандаши в коричнево-бежевых таких телесных оттенках, и поэтому идеально подойдет для того, чтобы раскрасить эту раскраску. Дальше, следующий подарок. Это вообще первое самое, что я купила для своей сестры. Это вот такая книга «20 необыкновенных девочек, изменивших мир». Когда я выбирала эту книгу, вообще она мне попалась сначала в рекомендации. Я сразу подумала, надо бы купить ее себе и сестре. Есть 20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир. Там целая серия книг. В общем, я подумала, что если такие книги будет читать ребенок, его очень замотивируют реальные примеры людей, как они добивались успеха, в какой сфере, какие у них результаты. И здесь в книге совершенно разные деятели. Например, есть здесь ученые, писатели, спортсмены, исследователи, деятели искусства, в общем, представители разных сфер. И, например, будет ребенок читать книгу, ему будет интересно узнавать вообще, какие существуют девочки, женщины, которые сделали что-то особенное в этом мире. И я думаю, такие истории будут подталкивать ребенка изучать что-то новое, интересоваться этим миром и пробовать что-то новое. Была в магазине Моди и нашла вот такой блокнот. Он мягкий, совсем недорого стоил. Что-то необычное. Вроде бы тетрадка для записей, но с другой стороны очень приятная такая на ощупь. Должно быть что-то оригинальное, необычное у ребенка. Будет что-нибудь туда записывать. Итак, последнее, что будет находиться в подарке, это вот такая коробочка с печеньем, с предсказанием. Я сначала думала, там много печенек, и я даже не обратила внимания на то, что здесь написано XXL. Там находится всего лишь одна печенька, значит, будет одно предсказание. Ну, может быть, это и к лучшему, что в день рождения ты узнаешь, что же тебя ждет. Конечно, я не особо во все это верю, но я думаю, приятно узнать, какое же там предсказание.
В общем, будет вот такой еще маленький сюрприз находиться в подарке. Итак, вот такими были идеи подарков для девочки-подростка на день рождения. Я уверена, что моей сестре все понравится. Я выбирала все с душой. Основные магазины, где я покупала, это были маркетплейсы, Литуаль и магазин Моди. Там все креативное, интересное, и всегда можно что-то подобрать для подарка. Внизу в описании к этому видео я постараюсь оставить ссылки на все идеи подарков. И очень надеюсь, что я была вам полезна, и вы воспользуетесь моими рекомендациями. Еще я хотела с вами поделиться своим новым хобби. У меня случилась новая любовь. Так случилось, что в Инстаграме мне вышла в рекомендации одна девушка, она вяжет корзины. Я была влюблена в ее страничку, ее работы просто идеальные. Настолько все красиво сделано со вкусом, что я вдохновилась, пошла в магазин, купила себе один моток пряжи, один крючок и решила, что я попробую. Если у меня получится, если мне будет нравиться процесс, то я буду продолжать этим заниматься. И сейчас покажу вам свои две работы, две корзины. Это одни из первых. Вот такую я связала черную корзиночку. Фокус. Сработал. Здесь такое деревянное донышко. Я довольна этой работой. У меня получилось аккуратно и очень красиво. Вторая корзиночка, вот такая розовая. Я ее связала и подарю своей сестре. Скоро у нее день рождения. Думаю, что будет ей удачно пользоваться. Например, будет складывать сюда резинки, какие-то украшения. Хобби является важной составляющей нашей жизни. Это то, что нас наполняет, дает нам энергию. Когда мы видим результат своей деятельности, своих работ, мы гордимся собой и хотим дальше совершенствоваться. Мы наполненно живем свою жизнь, мы счастливы и, знаете, своей деятельностью мы делаем эту жизнь лучше. Вот такие мои мысли, и мы увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока!